появляется все больше и больше IoT-устройств, все больше и больше мобильных устройств, для которых нам приходится писать все новые и новые API. А GraphQL как раз может стать тем прокси, которое свяжет множество устройств с одним и тем же API. И мы сможем получить чуточку разное поведение для разных устройств, одно API на бэке и сэкономить очень много денег для кастомера. Также плюс этой технологии в том, что она очень хорошо знакома как бэкэнд-разработчикам, так и фронтенд-разработчикам. И вам будет гораздо легче коммуницировать друг с другом, и вы больше не будете спорить, как же все-таки передать какой-то параметр, потому что это все описано в спецификации GraphQL, и вам будет реально проще договориться. Следующий тренд начался также довольно давно, и, как мне кажется, он пришел из фронтенда. Это функциональная парадигма. Она появилась вместе с Java 8 и продолжает развиваться в Java 11, 13 и продолжит развиваться в 14 Java и так далее. Людям это нравится, этот код понятен. Мы здесь концентрируемся на то, что надо сделать, а не то, как надо сделать. И это реально упрощает жизнь. Изучение этой парадигмы будет очень полезно начинающим разработчикам и студентам, так как в университетских программах этому уделяют реально мало времени. И потом этим людям тяжело приходить на продакшн и писать такой код. Но я вас хочу попросить быть благоразумными, так как иногда код, который мы привыкли писать, ну, наверное, лет 5 назад, выглядит реально проще и лучше. Посмотрите на это. Кто может за 10 секунд понять, что здесь написано? Возможно, здесь даже есть автор этого кода. И даже он не поймет, что здесь написано. Поэтому, пожалуйста, изучайте и используйте функциональную парадигму с умом, потому что, придя на новый проект и увидев вот это, ну, очень тяжело понять, что здесь происходит и как с этим дальше работать и рефакторить. Очередной тренд мы, скорее всего, также посмотрели у фронтенда – это асинхронное программирование. И асинхронное программирование как на уровне разработки, так и на уровне архитектуры. Это очень важно. В Java 8 у нас появился прекрасный механизм Completable Future. Spring выпустил WebFlux. Но есть один маленький нюанс. Так как у нас растет количество микросервисов, так как растет количество внешних интеграций, если мы будем просто делать наши Completable Future, может возникнуть следующая проблема. Посмотрите внимательно на эту диаграмму. Если вот этот запрос между двумя нашими импровизированными микросервисами по какой-то причине будет неуспешен, то наш пользователь об этом даже и не узнает. У него все равно будет код, то, что все было хорошо. И поэтому нам об асинхронности стоит беспокоиться также и на архитектурном уровне. И конкретно в этом случае добавлять какую-то очередь или планировщик задач. И вот тогда уже при использовании, например, очереди Amazon или ActiveMQ мы сможем гарантировать то, что задача будет выполнена рано или поздно в асинхронном режиме. Перейдем к следующему тренду. BDD. Уже давно в Java появились фреймворки, например, Cucumber или GBHave. И раньше BDD рассматривали только с точки зрения разработки, что давайте там на бэкэнде возьмем там и будем делать BDD. А тренд в 2020 году сделать BDD процессом для всей команды, как для аналитиков, так для заказчиков, так и для разработчиков. Ведь команда разработчиков умеет писать технический код, а заказчики говорят на языке бизнеса. И BDD — это как раз то, что может их объединить и
заставить их говорить на одном языке. Посмотрите на этот пример. Ведь он будет понятен как Java-разработчикам, так и заказчикам, и аналитикам, и продукт-оунерам. И отсюда сделаем вывод, что если мы научим всю команду владеть вот таким вот упиленным английским, то, получив вот такое вот требование, оно сразу же сможет стать нашим интеграционным тестом. И мы сможем сэкономить очень много времени на его написании. Также такой формальный язык поможет заказчику держать себя в каких-то рамках и писать что-то осмысленное, а не описывать космические корабли, которые сделать даже и не представляется возможным. Но для сравнения я добавил кусочек кода, который делает то же самое на Java. Ну а теперь сравните. Вы сможете показать такое заказчикам вашим? Я бы не стал. Наверное, они не поймут. Что? Не знаю. На презентации точно нет. Ну и последний, на мой взгляд, наиболее интересный тренд – это machine learning. Machine learning может применяться во множестве сфер, как в торговле, в распознавании образов, текста, речи, спама и так далее. Поднимите руки, кто использует machine learning на своих проектах уже. А можете рассказать, в каких целях вы его используете? Видите, в научных целях тоже можно использовать. В клаудах есть уже множество реализаций machine learning систем как для фото, видео, звука и так далее. Вот. Давайте вкратце рассмотрим, что же это за система и как с ней работать. Для любой machine learning системы нам нужна какая-то обучающая выборка. И преобразование ее при помощи модели обучения. Далее, получив это преобразование, мы можем подавать данные на вход и получать на выход. Обратите внимание, вероятность. Все machine learning системы являются вероятностными моделями. И это их, ну, можно так сказать, ограничение, но, скорее всего, это их особенность. Ну и также рассмотрим, что же это за волшебный кружочек. Нам нужна модель для преобразования исходных данных. И если она у вас есть, например, Cloud поддерживает распознавание изображений, то все хорошо и легко. А если нет, то вам эту модель нужно будет реализовать самому. По сути, это набор каких-то функций с весовыми коэффициентами. И на обучающей выборке вы подбираете эти весовые коэффициенты, чтобы наиболее близко соответствовать вашей искомой модели. В общем, предлагать machine learning вашим заказчикам, я думаю, заказчики будут довольны, особенно когда эти machine learning системы начнут приносить доход их бизнесу.